История о рукотворном море и городе Малога. Начнем рассказ с прошлого, окунемся в него ненадолго. Эта линия – Волга. Река словно нить или шов, который сцепил Россию в одно целое, и ее ядро и сердце, на мой взгляд, находится именно тут. Остановимся подробнее на этом участке. Это Верхняя Волга, колыбель русской культуры. На ее берегах стоят города, похожие на сказочные ларцы, таящие в себе драгоценности. Наши предки обживали Верхнюю Волгу, принося сюда жизнь и пропитывая эту землю своей душой. Старица, Тверь, Углич, Ярославль, Кострома и дальше, на юг, раскинулось течение реки. Волны неслись вперед, вслед за ними неумолимо неслось время. На этом месте остановим наше внимание. Здесь в поток Волги входят две реки – Малога и Шексна. Давным-давно у всего этого не было названия, а было лишь белое пятно. Так выглядел ледник, очень большой. Он растаял и оставил после себя заметный след, который назывался Малого-Шекснинская низина. На место растаявшего льда пришли древние Иваны и Марьи, после чего в этих краях появились древние избы и церкви с луковками и крестами. На этом природном перекрестке речных путей возник город Малога. Да, название для города люди позаимствовали у реки. Город разрастался, в нем появляется свой характер. Окрестности вокруг обретали легенды, шумели базары, сменялись века, наступало новое время. По берегам рек шаткими рядами несли свою ношу бурлаки, а за их спинами страна, в которой они живут, вступала в свои золотые и серебряные века. Малога к началу 20 века предстала обычным уездным городом, даже чуть более передовым, чем многие другие. Если взглянуть на фотографии, то по одной Малоге можно сделать общую картину всей центральной части Российской империи. Ряды купеческих домов, храмы, пожарная каланча и ярмарка пару раз в год. Но зажиточность города выдавала наличие телеграфа, гимназий, несколько школ, приют и даже дым из труб местного завода, который, согласно своему времени, выглядел очень по-английски. Шум копыт и уставшие крестьяне с косами, возвращающиеся с полей. Вся суть неспешной, даже сонной провинциальной России, ее красота и безобразность. Взошло красное солнце, знаменуя новое время. Смену идеологических ориентиров Малога встретила, будучи небольшим городком с населением около 6 тысяч человек. Площади и улицы обрели новое название. Новая улица стала Советской, Сенная площадь стала площадью Карла Маркса. Старые идеалы были низвергнуты и уничтожены. Малога вместе со всей страной трансформировалась в нечто новое. Люди с большим энтузиазмом начали прокладывать дорогу в светлое будущее, которое уже не за горами. Всего-то нужно искоренить безграмотность, религию и нетрудовой социальный элемент. Малого-Шекснинское междуречье в новой советской стране стало рассадником семеноводства. Вместо церквей строится элеватор для семян. Жизнь продолжается. Но тучи постепенно начинают сгущаться. Но не над городом, а над реками, которые его окружают. В 1930-х годах СССР испытывает сильный голод, в электроэнергии, конечно же. И этот голод нужно было чем-то утолить. Новый мир стал не просто красивым названием, он стал реальностью, которую Советский Союз начал менять. Вековые линии Волги ждали изменения. После постановления в сентябре 1935 года о начале строительства Рыбинского и Угличинского гидроузлов. Создание ГЭС на Верхней Волге означало, чтобы получить больше мегаватт, нужно больше воды. Для этого уровень, согласно плану, должен был быть повышен до 102 метров над уровнем моря. Большую часть Малого-Шекснинского междуречья необходимо было затопить. План говорил о том, что Волга поглощает огромную территорию и в этом месте превращается в настоящее небольшое море.
Никакого обсуждения или диалога с местным населением не проводилось. Приказ предстояло исполнить. Рядом с Малогой находился крупный город под названием Рыбинск. Он и дал название будущей ГЭС и будущему морю. Сам же город Малога должен был уйти на дно. В тот же год рядом с Рыбинском возник трудовой лагерь Волголак у села Переборы. Невеликие люди начали строить великую стройку. Традиционный уклад жизни подходил к концу. Более 130 тысяч человек начали покидать свои населенные пункты. Переселение затянулось на 4 года. Люди, жившие поблизости рек, разбирали свои дома и по частям сплавляли их по рекам, чтобы потом собрать заново на новом месте. Сначала их надо было высушить и, конечно, успеть до прихода холодов. Другие оставляли дома пустыми. Избу браковали оценщики, и они получали ссуду на покупку нового дома. Собирая свои пожитки, люди выходили на улицу и замечали, как медленно уходит жизнь из их родных деревень. Грядущее затопление деликатно обходили в местной газете, да и по всей стране об этом было ни слуху, ни духу. Даже изучив карты того времени, какие-либо намеки на появление водохранилища можно увидеть лишь на немецкой карте СССР. Большинство жителей Малоги перебрались неподалеку от Рыбинска, в поселок Слип. Первое время поселок даже назывался Новая Малога. Название Слип, кстати, от английского слова slap, что значит скользить. Английское название на этих древних русских землях появилось из-за существования здесь в прошлом судоверфи, а корабли после постройки опускали на воду, называя этот процесс по-английски slap, что значит скользить вниз. Так и малогжане соскользнули со своей земли в новую жизнь, в Рыбинск. Кстати, считается, что улица Тарасова в Рыбинске состоит из большого количества перевезенных с Малоги домов. Деревни постепенно пустели, военные взрывали крупные сооружения. Существует байка про отработку авиаударов по массивным постройкам. Время было неспокойное. Готовясь жертвовать территорией в верховьях Волги, СССР делил праздничный стол в Восточной Европе со своим западным соседом. Поэтому тренировать армию было необходимо. Так что, наверное, авиаучения вполне могли быть. Весной 1941 года вся территория Малого-Шекснинской низины замерла в тишине. «13 апреля этого же года плотины были перекрыты. Вода начала поглощать землю. Вскоре после этого началась война, и сил на расчищение будущего дна водохранилища не осталось, из-за чего несколько крупных храмов и зданий остались целы и медленно погружались в пучину. В суматохе ужаса войны про план воссоздания новой социалистической Малоги было забыто. Село Слип незаметно стало районом Рыбинска под названием Заволжье-2. Начало войны имело последствия и для самой ГЭС. Ее в срочном порядке запустили, едва не успев достроить. Свою работу она начала фактически без крыши, под временными навесами и шатрами. На окраинах Москвы уже был слышен рев мотора немецких танков, но еще громче ревели турбины Рыбинской ГЭС, давая энергию столице, которая стояла на грани гибели. Единственную энергию, которую могла получить Москва, шла с утопающих краев Верхней Волги. Погибая сам, свети другим. Москва была спасена, война выиграна. Во время войны Рыбинская ГЭС могла сэкономить стране миллионы тонн топлива. Жизнь продолжилась. На всех картах мира появились черты нового сформировавшегося моря, образ которого до конца многие не могли понять. Да и местные жители до 1946 года нервно смотрели на постепенно растущее водохранилище и волновались, а не дойдет ли вода и до наших домов. Море появилось огромное,
больше, чем все государство Люксембург. Неожиданное наступление воды вызвало переполох в животном мире. Количество погибших обитателей леса не учитывалось. Местность приобрела влажный ветреный климат средней Балтики. Края здесь были болотистые, много торфа, из-за чего после затопления на водохранилище друг за другом всплыли торфяные острова разной величины. Многие из них оказались не прикреплены ко дну и начали плавать, создавая внутри себя маленькие экосистемы и зарастая травой. Куча островов и островков со своими мирами, бродящие по воде и не понимающие происходящего. Но сформировались и крупные клочки земли. Пришедшая вода нарисовала в ближайших заболотистых лесах уникальные круги, раскрыв тайну метеоритных кратеров, спрятанных здесь тысячелетиями. Они, кстати, даже почти одинакового размера. Фантастика. Но и в целом с природой произошло столько необычного, что в итоге тут создали заповедник. По центральной части Рыбинского моря пошли корабли. Люди проплывали вдоль возвышающихся из воды церквей. Спустя время они разрушились. Последней пала колокольня в бывшей деревне Роя. Окончательно разрушилась и ушла на дно в 1997 году. Ветер шумел над новым молодым морем и спустя совсем немного времени принес очередные перемены. Началась гласность и перестройка. Население страны начало приоткрывать завесу тайн над многими событиями, произошедшими в стране. Из пыльных архивов стали появляться свидетельства о неоднозначных страницах истории СССР. Старшее поколение перестало молчать, начался большой диалог страны самой собой. Новое время открыло дискуссию об основанности создания водохранилища. Стоило ли жертвовать 700 населенными пунктами и рушить уклад жизни более 130 тысяч человек? Стоят ли цели государственной машины выше над благом одного отдельно взятого человека? Этот вопрос открыт и актуален до сих пор. Но факт остается в том, что, возможно, создание такого огромного водохранилища и было ошибкой. Но поднимать вопрос об его спуске или ликвидации выглядит еще более ошибочно. В современное время про историю Рыбинского моря почти забыли, но несколько лет назад интернет взбудоражила новость о сильном падении уровня воды, вследствие чего Малога показалась из пучины. Новость сопровождалась фотографиями, не имеющими ничего общего с реальностью. Это затопленная церковь в селе Крахино. Она постепенно и неумолимо разрушается. Другая фотография из города Калязино, но это декорация к фильму «Берег» 1984 года. На самом деле от Малоги и других сел давно ничего не осталось, кроме очертаний улиц, фундамента домов и могил. Именно на эти призрачные линии города причаливает теплоход с бывшими жителями Малоги, когда, конечно, это позволяет сделать низкий уровень воды. Первые встречи малакжан начались в 1960-е годы. В фильме «Раскинулось море широко» 1987 года режиссера Николая Макарова есть сцена, как немолодым жителям Малоги впервые показывают архивные кадры, переселение жителей, взрывы церквей и виды их исчезнувшего города. Люди возбужденно реагируют. Но первое, что я услышал, это голос пожилой женщины, заинтригованно разглядывающей на кадрах знакомые лица. И самое главное, она надеется увидеть среди этих лиц свою маму. Если хоть моей мамы тут где не бегает. А что, она тоже наблюдает? Эти эмоции малакжан очень тронули меня, и я увидел в них что-то до боли родное и близкое. Они дети тех людей, которые на плотах, телегах и в кузовах грузовиков уезжали из Малоги. Их родители уже ушли. Наверняка большинство их родных, как и многие советские люди тех лет, совершали свои поступки с огромным оптимизмом и верой во вклад в общее дело построения светлого будущего. Но их потомки спустя много лет, проплывая на теплоходе по Рыбинскому морю, видят свет, льющийся из домов их детских воспоминаний, в котором живут их молодые родители. Одна из бывших жительниц Малоги говорит фразу, которую я услышал от своей бабушки, когда мы говорили про ее детство. Моя бабушка Света сказала: «Если бы в той деревне, где я выросла, остался наш дом, и меня сейчас ждала там моя мама,
я бы пешком туда пошла. А сейчас-то уж, сейчас все говорят, а может быть, в Мологуту опять восстановить, так все бы убежали. Пешком бы убежали в Мологуту.